Здравствуйте, мои дорогие! Я сегодня решил обзор одного ролика составить. Или я целую группу этих роликов составлю. Обзор. Почему я их составляю, эти обзоры? Я не хочу, чтобы люди слушали этих людей и потом думали, что очень легко все это так. Что это, ну как сказать, что это все так безоблачно переезжать куда-нибудь или еще что-то. Потому что у меня тоже родственники так безоблачно тоже смотрели такой ролик и безоблачно решили переехать. Безоблачно не получилось, конечно. Ну что, такая жизнь. Так, я сегодня буду обозревать канал Мирка из Германии. Прекрасная женщина с ее фамилией, с 4 детьми. Я смотрел ее ролики, и там некоторые против нее высказывались, и она сразу там очень много против этого говорила. Что, мол, все это неправда, все это не так, все это не так. Что она как-то сбежала с Германии почему-то, всей фамилией. Я догадываюсь почему, но вслух я еще это не хочу произнести. Как мне такая мысль пришла, что она сбежала. Они показывали ролик, когда муж вещи забирал. С моего взгляда, если фамилия спокойно покидает страну, то она не оставляет почти грязную комнату. Или почти, как вам сказать, эта комната была в таком состоянии, эта квартира, она в таком состоянии была, я аж удивился, как можно в таком состоянии квартиру. Я вот смотрел этот ролик ее, это он снимал, он когда второй раз поехал забирать вещи, последние вещи еще забирать. Я как посмотрел, это в каком состоянии это все осталось, и как они там разговаривали. Я так подумал, ну почему люди удирают с Германии? Почему люди, я теперь живу уже 28 лет, такого я еще, честное слово, я не замечал, что люди с детьми, еще есть 4 ребенка, так очень быстро удирают. Я вот думал над этим вопросом. Ну и потом смотрел еще немножко дальше эти все видео. И мне в одном видео она рассказала, ей 25 лет, я не знаю в каком году это было, ну там в этом ролике она рассказала. Ей 25 лет, она 7 лет женатая, она сказала. 7 лет или 8 лет, я теперь не могу точно сказать, она в этом ролике сказала. 7 или 8 лет замужем и вместе со своим мужем. И за эти 8 лет, как я понял, теперь я тоже не знаю, она считала это с Россией или считала это только с Германии, или как, 5 раз уже переехала. За 8 лет 5 раз переехала. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? За 8 лет 5 раз переехала. Если из вас кто-то хоть один раз уже переезжал, да? Вы знаете, что это такое. И вы, наверное, уже переезжали, вы уже взрослые были. У вас там уже были, наверное, взрослые дети, которые уже немножко знали, что делается, куда переезжается, или еще что-то. А тут за 8 лет 5 раз переехал. Это меня как-то смутило. Еще и в Германии. Это меня очень смутило. Не знаю, может быть нормально за 8 лет 5 раз переехать. Еще и 4 ребенка. Но может вы мне тоже скажете что-нибудь насчет такого дела. Если за 8 лет 5 раз переехать. Ну точно я не знаю, но по-моему 8 и 5 или 8 и 4, так это было. Ну короче, очень часто переезжаю. Ну и плюс потом еще в Россию, когда переехала. Они уже переехали в Россию, и она стала хвастаться тем, что все какое свежее, все какое приятное, запахом и все такое. Я сам родился в Советском Союзе, вырос в Казахстане и в России. И жизнь в России и в Казахстане я тоже немножко знаю. И знаю, как в поселке живется. Очень хорошо знаю.
как в поселке живется. И что вот эта вся свежесть, это большие затраты, большие расходы, большие затраты, большие расходы, большое время уходит на это, на все. Представьте себе, у вас корова, теленок, цыплята, может еще индюки, бараны. За всем за этим надо уход. Как вы думаете, сколько времени будет это занимать? Как кого превратится Мирка, которая приехала с города, с большого города, по-моему, как я понимаю, возле Берлина какой-то большой город. В одном видео она рассказывала. Это теперь правда или нет, я не знаю. Как вы думаете, сколько она это выдержит? И когда она вернется обратно в эту жизнь нормальную? Посмотрим. Я всегда говорю, сперва надо подумать, рассчитать, не рвать концы и топить все. Нужно оставить еще на запас, чтобы, если что, можно было обратно переехать или еще что-то. Но, как я понимаю, Мирка этого не сделала никак. Как-то очень быстро переехали. Но я как понимаю, они даже не стали доживать в квартире своей тогда в Германии, чтобы в Германии надо кауцион платить. И, как я понимаю, они арендовали эту квартиру, и этот кауцион они оставили, чтобы квартиру не сразу чисто делать, нужно потихонечку почистить все. Мирка, она родилась, как она рассказывала, в Германии. Поселковой жизни она не знает, потому что Бауэр в Германии это не так уж просто попасть в эту среду. Она хочет теперь пойти на землю и работать на земле, как я понял, из рассказов из ее. Может быть, я это неправильно понял, может быть, я через 28 лет в Германии, может, у меня это понятие или как сказать, понятия уже немножко не такие, что я, может, не понимаю, что люди говорят на русском языке, или что они имеют в виду, что они говорят, как тут в Германии говорят об отцу. Что человек скажет что-то, ты думаешь, он это сказал, а он сказал что-то другое. Может быть, в русском языке тоже такое уже есть. Но я хочу просто, чтобы она правду рассказывала. И не просто это говорила, что... просто, чтобы она правду говорила, почему она уехала. Еще что я хотела рассказать. Вот теперь они смотрели дом, да? Посмотрели этот дом, вышли. Она, когда они туда ехали, она хотела нам потом все рассказать. Которые ее смотрят, хотела все рассказать, как этот дом выглядит, и что там, и как. Но что-то все умолчало. И потом я еще всегда себя спрашиваю. Вот мы с моей женой, уже в возрасте, да? И тоже, наверное, дом, наверное, нет, а квартирку тоже бы когда-нибудь хотели купить. Но мы уже стараемся смотреть не в городе, не в поселке, не в этом, где-нибудь на окраине или еще что-то. Потому что этот дом на окраине принесет? Работу. И каждый раз надо ездить, каждый раз надо делать что-то. Понимаете, вы будете этим домом запрещены. А еще и в России. Я понимаю, если это в Германии, а в России вы будете этим домом запряжены. И вот она уже теперь 4 месяца, да? 4 месяца в России. 4 месяца. И я сегодня смотрел ролик, что она сказала, документы еще не все сделаны.
Извините, пожалуйста, 4 месяца в России, а документы еще не сделаны. 4 месяца в России, дом еще не купленный. Ничего не сделано. Как? Объясните, как? Как можно 4 месяца быть где-нибудь и ничего не сделать? Я вот этого я не понимаю. Я не понимаю, как можно так. Мы переехали с Казахстана в Россию, да? С Казахстана в Россию. Нормальный переезд. У нас сперва отец поехал, он купил дом, потом приехала мама, потом отец там работал 3 месяца или сколько, а мы еще до конца школы доделали, и потом он приехал, собрали контейнеры. Вы себе представить не можете, когда мы уезжали с Казахстана в Россию, тогда это было в 90-х годах, no, мы переезжали, это было, ну, как вам сказать, мы все почистую забрали, все почистую. У нас ни одной железки, ни одного камня, ничего не осталось там. Все, что наше было, мы все забрали и все почистую. Я вот смотрю, как можно 4 месяца. А вот эти 4 месяца она еще и миту платит. Also, аренду, миту, аренду. Какая разница? Одно по-немецкому, другое по-русскому. И за эти 4 месяца еще надо миту платить. Это же все эти деньги накопленные, что они уходят. Домик все меньше и меньше можно купить. Понимаете? Надо еще и вычислить думать. Об этом эти молодые люди, они не думают о вычислить. Они, понимаете, в чужую страну поехать, в чужую, они называют это своя страна, ну да. Для них может это и своя страна, правильно. Для меня хоть я и 21 год там прожил, хоть я и родился там, в Советском Союзе я родился, повторяю еще раз, в Казахстане, в Советском Союзе, в Казахстане, а уехал с России. Все равно я не считаю, что если я перееду сейчас в Россию, что Россия для меня будет своя страна. Я не считаю этого. А как я из разговора, я может быть, я и неправильно понял, но я вот так понял из разговора, что Россия это ихняя страна, что у них там все, абсолютно все получится. Понимаете, вот эти люди с такой наивностью поехали туда и думают, что если они приехали с Германии, они там будут все. А что там все хорошие Stellen, рабочие места, все хорошие, уже заняты. Этого они понять не хотят, не могут. Или не знают, или... как, я не знаю, как тут выразиться. А потом некоторые люди смотрят такие ролики и думают, да, я перееду туда. Вот Мирка из Германии переехала, и так все красиво получилось. Но так если внимательно посмотреть, как у нее все это красиво получилось, и почитать zwischen den строк, то мы заметим, что это вся эта картинка не очень так радужна. Ну ладно, тогда я сейчас буду потихоньку заканчивать. Я уже тут немножко много наговорил. Не обижайтесь на меня, если я немножко не так рассказал или еще что-то. Еще что. Это самое главное. Это только мое мнение. Я не хочу никому мое мнение навязывать. Это хорошо переезжать, это плохо переезжать. Там что-то смалчивается или не смалчивается. Это мой первый обзор. Если я что-то неправильно рассказал или еще что-то, скажите инфо. Я постараюсь исправиться. И постараюсь в следующий раз обзор сделать немножко получше. Я теперь буду часто, постараюсь 1 раз в неделю, может быть 1 раз в 2 недели обзоры делать. Посмотрим. Ну и посмотрим, конечно, как будут просматриваться мои обзоры. Если они часто будут просматриваться, natürlich сделаю побольше обзоров. И вы, если вы мои обзоры будете смотреть, вы еще можете немецкому языку учиться. Почему? Потому что у меня часто используют немецкие слова, как я вижу. Но все равно еще на русском я умею разговаривать.
Посмотрим, как судьба у Мирки сложится. И будем смотреть. Смотреть. Ну, благодарю за то, что вы меня посмотрели или послушали. Как вы хотите, конечно. Я вам желаю хороший вечер, хорошее утро, хороший день и всего остального хорошего. И приходите ко мне, смотрите меня, я вам все расскажу.